Украинцы за границей не смогут получить консульскую помощь, аресты и обыски в Молдове и наступление на Харьков. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. План российского наступления публикует британский таблоид. Реален ли этот план? Такие планы есть, такие планы существуют и по-другому быть не может. Специальная операция Кремля по федерализации Молдовы начинается со съезда так называемых оппозиционных партий в Москве. В случае чего части федерации могут отделяться, могут самоопределяться и так далее. Венгрия грозится заблокировать помощь Украине. Пока мы не получим гарантии от украинской стороны, что они прекратят преследовать у себя венгерские компании, мы не сможем способствовать принятию таких решений. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии, подписываться на канал. И не забывайте поддерживать нашу работу кнопочкой «Супер». Спасибо. Поехали. В украинских консульствах по всему миру должны приостановить прием документов и предоставление консульских услуг. В украинском консульстве в Польше уже прекратили прием документов от мужчин призывного возраста. Об этом пишет Суспильне. Министр иностранных дел Украины отреагировал на это сообщение, на это событие, но понятнее от этого точно не стало. Нахождение за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно. В Министерстве иностранных дел Украины на момент записи видео не комментировали эту ситуацию, и письмо, которое накануне обнародовали украинские медиа, в частности «Дзеркало тижня», в котором якобы первый замминистра Андрей Сибига поручает консульствам не совершать консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, так и осталось необъясненным со стороны министерства. В настоящее время приостановлен прием граждан призывного возраста. Сейчас мы ждем указания Министерства иностранных дел. То есть мужчины от 18 до 60 лет. Сейчас просто временно приостановлен их прием. Сейчас разрабатываются механизмы, которые будут, соответственно, действовать до закона о мобилизации. Теперь ждем. Пока там ждут, украинцы за границей, независимо от того, законно или незаконно они покинули страну, лишаются консульской поддержки, что само по себе нарушает как минимум Венскую конвенцию о консульских сношениях. А чем, собственно, занимаются консульства? Это выполнение поручений следственных или судебных органов, заключение и расторжение браков, установление отцовства, опеки и попечительства, регистрация актов гражданского состояния, ну и различные нотариальные действия они тоже выполняют. В целом остается надеяться, что МИД даст разъяснение как можно быстрее. Британский таблоид The Sun публикует карту российского наступления. Составлена эта карта со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины и показывает главное направление грядущего, по данным Sun, наступления. Кроме, казалось бы, понятных восточного и запорожского направлений, журналисты пишут о наступлении на Харьков. Впрочем, они отмечают, что американская помощь должна прибыть раньше и спасти ситуацию. О том, насколько такое наступление в принципе возможно и насколько оно логично, мы спросили у военного эксперта Сергея Грабского. То, что озвучил The Sun, является абсолютной правдой. Такие планы есть, такие планы существуют и по-другому быть не может. Второе. Может ли Россия осуществлять одновременное наступление на указанных направлениях? Нет, безусловно, ни в коем случае она не может этого делать, исходя из того количества и качества войск, которые имеются на сегодняшний день в распоряжении российских оккупантов. Третье. Является ли угрожающим направление на Харьков или направление на Запорожье? По очереди. Направление на Харьков не является, именно подчеркиваю, на город Харьков, не является угрожающим в силу того, что именно против Харькова не сосредоточены какие-то вменяемые группировки сил и средств прямо сегодня. И говорить там о сосредоточении какой-то группы «Север» там, или как она там будет называться, как угодно, там, количество 30-40 тысяч, но это смешно. Это не для Харькова. Они Авдеевку 40-тысячной группировкой брали несколько месяцев.
Ну, я не знаю, сколько Авдеевок может вмещать Харьков в себя. Что касается Запорожья, на сегодняшний день, да, мы можем говорить о какой-то потенциальной возможности проведения каких-то наступательных операций, но, простите, они Работинский выступ стачивают уже, ну, как минимум полгода, не имея возможности это сделать. И специфика Юга заключается в том, что скрытно подвести и сосредоточить какие-то вменяемые группировки войск на этом направлении в принципе невозможно. Поэтому реалистичным является сценарий наступления, возможности наступления на Востоке. То окно возможностей, которое Россия имеет сегодня, они будут пытаться использовать максимально уже сейчас, понимая, что по прошествии времени, через месяц-полтора, они вряд ли будут иметь такие опции, чтобы проводить наступательные операции. Институт изучения войны пишет о том, что Россия усиливает информационные операции, кроме усиления обстрелов. Аналитики пишут, что РФ пытается заставить украинцев бежать из города и оставить Харьков городом-призраком. Про судьбу Харькова, в котором накануне российская артиллерия перебила телевизионную вышку. Вы, наверное, видели это видео у нас в телеграм-канале. Означает ли это, что россияне собираются штурмовать Харьков уже, или такое попадание случайно? Есть ли угрозы для Харькова? Продолжим с Сергеем Грабским. То есть мы с вами не знаем, как много ресурсов было использовано для того, чтобы в конце концов попасть по телевышке. Мы не знаем с вами, с какой целью они сносили эту телевышку. Можем мы предположить, что было там какое-то оборудование, которое действовало в интересах вооруженных сил Украины? Ну, вероятно. Повлияет ли это сильно на ход ведения боевых действий? Ну, вряд ли. Потому что, в общем-то, так называемое загоризонтное видение, оно достигается, в общем-то, не теми силами и средствами, а достигается средствами космической разведки. Скорее всего, здесь такой был посыл, что, видите, мы имеем возможность разрушать любой объект на территории Харькова, и нам с этого ничего не будет. И, в общем-то, этот посыл достаточно неправильный с точки зрения того, что, как я уже говорил, окно возможностей закрывается, и украинские силы обороны, они ни в коем случае не являются сторонними нейтральными наблюдателями того, что происходит, и мы понимаем, что ответ близится, и Россия напоследок пытается нагадить Харькову, максимально разрушая очень важный индустриальный и научный центр Украины, превращая его, в общем-то, в руины, или, как я применяю определение, алипизируя этот город. А в воздушных силах говорят о том, что Россия уже применяет новую тактику в атаках по Украине. Пока мы еще не получили помощь от США, враг будет пытаться интенсифицировать обстрелы различными методами, как сегодня с помощью дронов. Мы видели несколько новую тактику. Россияне пытались направить по разным направлениям 1-2 шахеда с разной периодичностью, чтобы максимально сделать неудобной борьбу с ним. Британия готова огласить о передаче самого масштабного пакета помощи Украине. Об этом говорится в пресс-службе британского правительства. Риши Сунак объявит об увеличении помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов, и крупнейшую партию военной помощи передадут британцы, которая будет включать катера, в том числе морские рейдовые суда и водолазные катера, а также морские пушки, более 1500 боевых ракет и ракет ПВО, дополнительные высокоточные ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, транспортные средства, в том числе бронемобили «Хаски», бронированные машины, машины повышенной проходимости, ну и, конечно, патроны для стрелкового оружия. А вот в Венгрии, наоборот, угрожают заблокировать передачу 2 миллиардов евро от Европейского Союза, и все из-за венгерских компаний, которые внесены в список спонсоров войны. Вероятнее всего, речь идет в первую очередь о венгерском банке OTP и фармацевтической компании Gedeon Richter. Пока мы не получим гарантии от украинской стороны, что они прекратят преследовать у себя венгерские компании, мы не сможем способствовать принятию таких решений. Задержания и обыски за госизмену проходят в Молдове. Все это из-за съезда так называемых оппозиционных депутатов, который прошел в Москве и на котором они объединились в один блок под названием «Победа».
Молдавские правоохранители проводят обыски у пророссийских активистов. Что происходит и зачем Москве разделять Молдову, подталкивать ее к федерализации? Если Молдова меняет свой международный статус, то регионы получают право на самоопределение. И таким образом они разорвут Молдову на несколько частей, ну как минимум на 3. То есть будет отдельно так называемое Приднестровье, ПМР, отдельно будет Гагаузия и остальная Молдова. Может быть, надеются еще там что-то где-то оторвать, какой-то кусочек, но... В принципе, задача именно в этом, чтобы заложить основы под будущее юридическое разделение. Потому что на самом деле у нас есть небольшой такой баг в Конституции. У нас по Конституции страна унитарная, но при этом у нас есть автономия гагаузская, что, в общем-то, не совсем соответствует духу Конституции. Ну, как бы с этим живем 30 лет, все привыкли, но они хотят сделать все гораздо более юридически обоснованно, что вот, дескать, федерация, а раз федерация, то в случае чего части федерации могут отделяться, могут самоопределяться и так далее. Глава Главного инспектората полиции Молдовы заявил, что есть информация о том, что представители формирований, связанных с беглым олигархом Аланом Шором, готовятся дестабилизировать ситуацию в стране. Но органы правопорядка к этому якобы готовы. На фоне публикации «Новой газеты» о том, что Рамзан Кадыров имеет неизлечимую болезнь, его администрация опубликовала видео, на котором глава Чечни проводит совещание. Видимо, это видео никого не убедило, и тогда был обнародован еще один ролик, который можно было бы назвать «Случай в спортзале». Журналисты «Новой газеты Европы» утверждают, что в январе 2019 года главе Чечни поставили диагноз некроз поджелудочной железы, а весной 2022 его здоровье стало стремительно ухудшаться из-за отказа почек. Опровержения или подтверждения этой информации официального, естественно, нет. И еще один хит от оккупантов, а еще точнее от их ставленников в Крыму. После выступления не забывайте выключать микрофон. 10 минут. Слушай, возникло ощущение, что мы работаем. Да, ничего себе. Ну, Паша. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов, жду, что вы нажмете на кнопочку «Супер спасибо», чем поддержите нашу работу, это важно. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.